В век инновационных технологий смартфоны вышли далеко за рамки мобильных устройств исключительно для звонков и сообщений. Теперь это многофункциональные гаджеты, без которых мы не представляем свою жизнь. Камера, как и другие характеристики смартфонов, постоянно совершенствуется. За счет этого качество фото и видеосъемки выходит на совершенно новый уровень. Так как бренд Xiaomi один из лидеров продаж смартфонов, я подготовил вам топ из 17 лучших камерафонов от Xiaomi. В качестве оценки будем полагаться на DxOMark. DxOMark — это англоязычный ресурс, в котором камеры смартфонов стараются сравнивать в одних и тех же условиях. Годами фотографируют одни и те же места, проводят испытания на разностороннем вспомогательном оборудовании, а после выставляют соответствующие оценки камерам смартфонов. Хочу заметить, что DX Labs несомненно молодцы, но на 100% полагаться на их оценки не стоит. А вот принимать к сведению проделанную работу несомненно нужно. Итак, усаживайся поудобнее, наливай кофейку. 17 лучших камерафонов от Xiaomi по версии DxOMark. Поехали! На 17 месте расположился смартфон Xiaomi Mi 10T 5G. Смартфон появился в продаже в октябре 2020 года. Xiaomi Mi 10T 5G имеет три мощные камеры: 108 мегапикселей f1.7, 26 мм широкоугольный модуль, 13 мегапикселей 123 градуса ультраширокоугольный и 5 мегапикселей макромодуль с автофокусом. 108 мегапиксельный модуль, кстати, от компании Samsung. С одной стороны он хорош, но с другой он сильно выпирает. Хотя стоит отдать должное дизайну камер. Слоган смартфона Unleash Your Creativity, то есть дай волю своей креативности. И это как раз речь про камеры, так как помимо традиционных фоторежимов есть множество улучшалок. Одновременная фото и видеосъемка на основную фронтальную камеру, предустановленные программы для съемки на длинной выдержке и многое другое. Фотографии действительно очень хорошего качества. Тут работает комбинация фотомодулей и объективов. В смартфоне отличная универсальная камера для любых дел. А еще он отлично снимает в темноте и масштабирует до 30x. Общий балл смартфона 98, и это 17 место. Средняя цена на смартфон около $499. Общий балл выставляется относительно всех характеристик камер: зум, фото, видео, селфи, макро и другие. Остальные параметры смартфона, такие как процессор, экран и прочее, на него никак не влияют. Следующий смартфон занял 16 место топа DxOMark Xiaomi Mi 8. Этот старичок появился в продаже аж в мае 2019 года, но до сих пор совсем неплох. Основная камера имеет два модуля 12 мегапикселей, f1.8 с осевой оптической стабилизацией и 12 мегапикселей f2.4 с двойным оптическим зумом. Фронтальная камера 20 мегапикселей f2.0. Смартфон прекрасно фотографирует днем, при этом приукрашивает картинку, поэтому кадр выходит более сочным и цветастым. На мой взгляд, именно в этом смартфоне эта функция идет на пользу. Сложное освещение также неплохо дается этой модели. И даже с ночной съемкой Mi 8 прекрасно справляется. Никаких шумов на ночном небе. Однако, потеря в детализации все равно присутствует. Впрочем, заметить ее можно только при зумировании. Фронтальная камера с высоким разрешением. Аппарат снимает видео в максимальном разрешении 4К. Есть оптическая стабилизация. Общий балл по версии DxOMark 99, и это 16 место. Средняя цена на смартфон $499, но следующий аппарат его обошел и занял 15 место. Redmi K20 Pro. За пределами Китая и в Индии это устройство продается под названием Mi 9T Pro. Смартфон появился в продаже в мае 2019 года. Сверху находится 8-мегапиксельный телефотомодуль для двухкратного оптического зума. Основным же является 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586. Под ним расположен 13-мегапиксельный датчик с широкоугольным объективом и углом обзора в 124 градуса. Диафрагма 2.4. 12-мегапиксельные изображения, которые вы по умолчанию получаете с основной камеры, имеют превосходный уровень детализации, а также реалистичные цвета, великолепный контраст и широкий динамический диапазон. А вот фотографии с ультраширокоугольной камеры совсем не впечатляют. Подавление шума очень агрессивное и смазывает большую часть мелких деталей, в то время как экспозиция часто довольно темная. Смартфон получает 102 балла, а его цена в районе $380. А такой механизм слайдера, как у смартфона, занявшего 14 место, встретишь не каждый день. Xiaomi Mi Mix 3. Вышел он в октябре 2018 года.
Фронтальная камера получила сенсор IMX576 с разрешением 24 мегапикселя. Поддерживает портретный режим с размытием фона и работу бьютификатора. Камера за счет вспомогательного сенсора хорошо справляется с отделением объекта от фона при размытии, но выдает не самую идеальную картинку по уровню детализации и резкости. Основная камера двойная. Первый модуль имеет сенсор Sony IMX363 с разрешением 12 мегапикселей, который обеспечивает оптическую четырехосевую стабилизацию. Второй модуль имеет сенсор от Samsung, обеспечивающий оптический зум в 2х. Качество съемки на основную тыльную камеру просто отличное. Изображение чистое, почти без шумов, даже на ночных снимках, с адекватной резкостью по всему полю кадра. Лишь в самых углах качество немного падает. Телекамера впечатляет гораздо меньше. Тем не менее, камера обеспечивает честное оптическое приближение. Так что если вам нужно разглядеть детали отдаленного объекта, ее можно использовать. В остальных случаях однозначно стоит предпочесть основной модуль. Видео можно снимать в формате 4К при 30 FPS или 1080 при 60. Также доступна замедленная съемка 960 FPS. Смартфон занимает почетное 14 место, набрав 103 балла. Цена смартфона не самая дешевая, около $600 США. Следующий смартфон в рейтинге лучших камерафонов от Xiaomi Poco X3 NFC. Появился в продаже в сентябре 2020 года. В Poco X3 NFC установлены 4 камеры. Главное, это 64-мегапиксельный сенсор с возможностью принудительно перейти на сверхвысокое разрешение. Объектив лишен оптической стабилизации, но обладает довольно высокой светосилой f1.9. С главной камерой работает фазовая система автофокуса. Широкоугольная камера 13 мегапикселей 123 градуса. При съемке с хорошим освещением потери в качестве не слишком заметны, а в сумерках и ночью качество уже страдает. В сложных по освещению условиях уверенно себя чувствует только главный модуль со стандартным фокусным расстоянием 26 мм. Широкоугольный модуль позволяет рассчитывать на хорошую картинку днем или в сумерках, но ночью уже сдает позиции. Xiaomi Poco X3 NFC предлагает стандартную функциональность в отношении видеосъемки. 4К с частотой до 30 кадров и умеренной стабилизацией. Имеется бьютификатор для видео, кинематографические рамки, следящий автофокус среднего уровня и набор фильтров. Смартфон также получил 103 балла, и это 13 место. Но при этом его цена в районе $230. Ссылки на все смартфоны, как всегда, будут в описании. Xiaomi Redmi Note 10 Pro появился в продаже в марте 2021 года и сразу занял вполне неплохую позицию. Итак, вот что попало в массивный блок его камер. Основной сенсор на 108 мегапикселей, ультраширик на 8 мегапикселей, супер макро камера на 5 мегапикселей и датчик глубины. Последние два датчика скорее для красоты. Ультраширокоугольная камера неплохо проявляет себя в условиях с хорошей освещенностью. Есть, конечно, небольшие вопросы к балансу белого, но не критичные. В сумерках и темноте эта камера бесполезна. Наибольший интерес вызывает основной 108 мегапиксельный датчик, который по умолчанию снимает в разрешении 12 мегапикселей. Днем к нему, опять же, претензий нет. Зумом ситуация следующая. При хорошем освещении намного больше деталей дает кроп 108 мегапикселей, чем зум. Вечером про 108 мегапикселей лучше забыть и пользоваться обычным ночным режимом. Звезд с неба в буквальном и переносном смысле смартфон не хватает, но есть ощущение, что виной всему сыроватый софт для камеры. Для своей цены он хорошо снимает, но флагманские телефоны снимают лучше, особенно ночью и особенно на сверхширокоугольный объектив. По версии независимого источника, камеры получают 106 баллов, и это 12 место рейтинга. Но при этом цена радует, всего $279. А этот Xiaomi способен выдавать фотографии в полноценном разрешении 64 мегапикселя. Xiaomi Redmi K40 Pro. Дата выхода февраль 2021 года. Redmi K40 Pro использует IMX686. Основной камере помогает 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и телемакрообъектив на 5 мегапикселей. Смартфон снимает видео в 4К.
Но у первой линзы частота кадров ограничена 30 FPS, а второй доходит до 60. В целом, по характеристикам основная камера K40 Pro отличная. Хорошая детализация на снимках благодаря большому размеру пикселей, динамический диапазон выглядит естественно и мягко. 108 баллов и 11 место среди камерафонов от Xiaomi. Цена на Redmi K40 Pro стартует от $530. Прежде чем мы перейдем к 10 месту, не забудь подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать новые выпуски. Для меня это очень важно, а ты всегда будешь в курсе современных технологий и гаджетов. Поехали дальше. Xiaomi Mi 9 открывает топ-10. Смартфон можно приобрести уже с февраля 2019 года. Тройной основной модуль размещен на выдающемся пьедестале, который четко прощупывается и выглядит громоздким. Камера работает с 48-мегапиксельной матрицей Sony IMX 586. Снимает он неплохо, но только не в ночном режиме. Шумодав превращал снимки в слипшуюся кашу. Есть также 12-мегапиксельная камера для двухкратного зума и 16-мегапиксельная ультраширокая. Из упущений отсутствие оптической стабилизации на всех трех модулях. Есть у Xiaomi Mi 9 и 20-мегапиксельная селфи-камера f2.2. Запись видео возможна в формате 4К при 60 кадрах в секунду, однако электронный стабилизатор на нем работать не будет. Также имеется замедленная съемка в разрешении 720 при 960 FPS. Цена на Mi 9 в районе $450. И с учетом характеристики возможностей камеры он занимает 10 место рейтинга, набрав 110 баллов. 9 место лучших смартфонов от Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Дата выхода на рынок март 2021 года. В блоке камер на задней панели можно видеть 3 глазка объективов и вспышку. Модули камер имеют следующие конфигурации. Основная 64 мегапиксельная камера с широким углом обзора. Выделена серебристым кольцом. Объектив со светосилой f1.8. Оптической стабилизации нет. Дополнительная 8 мегапиксельная ультраширокоугольная камера и отдельная 5 мегапиксельная макрокамера. При съемке основной камерой происходит объединение пикселей в группу по 6, и на выходе получается 12-мегапиксельный кадр. Это стандартная практика для сенсоров современных смартфонов с большим разрешением. Максимальная кадровая скорость при 4К видео 30 кадров в секунду, при Full HD 60. Есть отдельный режим замедленной съемки, где частота может быть выше. Дополнительная 8-мегапиксельная ультраширокоугольная снимает заметно шире по сравнению с основной, но по характеристикам она намного слабее. Отдельной телефотокамеры в смартфоне нет. Многие современные смартфоны Xiaomi отличаются просто шикарным режимом макросъемки, и Xiaomi Mi 11 Lite 5G не стал исключением. Система фокуса отдельного 5-мегапиксельного модуля умеет фокусироваться с очень близкого расстояния. Результаты впечатляют. Судя по полученным записям и снимкам, для своего класса Xiaomi Mi 11 Lite 5G предоставляет очень хорошее качество съемки в целом. Получил он при этом от DxOMark 111 баллов. Смартфон можно приобрести в районе $400. А следующий в нашем топе снова Mi 11, только версия с приставкой i. Вышла эта версия тоже в марте 2021 года. Тут мы имеем три сенсора: 108-мегапиксельный основной f1.85, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный с углом обзора 123 градуса и 5-мегапиксельный макрообъектив f2.2. Приложение камеры имеет множество опций, включая режим Pro, режим двойного видео, а также режим 108 мегапикселей. Основной сенсор соответствует ожиданиям при условии правильного освещения. Мы получаем фотографии с прекрасными деталями, широким тональным диапазоном и хорошей экспозицией. Ультраширокоугольный режим достоин высококлассной модели. Его 13-мегапиксельный сенсор может и менее оснащен, чем основной, но он предлагает действительно правильную визуализацию. Основная камера может снимать видео с разрешением 8К и 30 кадров в секунду или 4К при 60 кадрах в секунду. Стабилизация видео хорошая. Смартфон также набрал 111 баллов, но при этом он занял строчку выше. Цена на смартфон стартует от $650. Победителей мы узнаем уже совсем скоро, но мне кажется, вы наверняка догадались, кто занял лидирующую позицию. А пока топ-7, и открывает его Xiaomi Mi 10T Pro 5G.
Дата выхода на рынок – октябрь 2020 года. И бесспорно, одно из преимуществ Xiaomi Mi 10T Pro – это его камеры. Фотовозможности смартфона воистину хорошие, но не только из-за колоссального числа мегапикселей основного модуля, у которого их целых 108. Присутствует наличие большого количества настроек и различных режимов. Xiaomi Mi 10T Pro обладает качественным цифровым зумом, позволяющим получить более или менее читаемое изображение при увеличении в 10x. Главное, чтобы руки не дрожали. Хочу отдельно отметить, что переключение между модулями камер происходит мгновенно. А зумирование жестовым управлением с помощью двух пальцев выполняется плавно и без рывков. Еще один модуль камеры пригодится любителям макрофотографии. При должном умении можно выжать максимум из камеры смартфона. Особенно порадовал режим ночь. Видеосъемка поддерживает несколько режимов. В 8К продолжительность съемки ограничена 6 минутами. Оно-то и неудивительно. 30-секундный ролик весит около 400 мегабайт. Отдельно хочется похвалить камеру смартфона за скорость смены фокуса. 118 баллов по версии почти независимого источника, и это 7-е место. Цена 600 баксов. Топ-6 Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition. Март 2020 года. В роли основного сенсора выступает 64-мегапиксельный модуль Sony IMX686, который имеет искусственный интеллект, оптическую стабилизацию изображения и 7-линзовый объектив. Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom получил 30-кратный гибридный зум и 3-кратное оптическое увеличение. Это позволяет делать потрясающие снимки. Регулировка осуществляется в режиме реального времени, а объект приближается плавно, без рывков. Для получения панорамных снимков предназначается широкоугольный модуль на 13 мегапикселей с углом обзора 123 градуса. Особая система позволяет предотвратить появление искажений по краям фотографии. Размытие фона для портретных снимков осуществляется в режиме реального времени с помощью 2-мегапиксельного датчика глубины. Разрешение телефотообъектива составляет 8 мегапикселей. Запись видеофайлов может производиться в 8К при скорости 24 или 30 fps. Есть опция замедленной съемки 960 fps при разрешении 720 или 1080, а также предусмотрена возможность создания эффектов, предотвращения дрожания камеры, сжатия файлов до 50% и прочее. Фронтальная камера представляет собой сенсор на 20 мегапикселей. Это 6-я строчка и 120 баллов. При цене в $550. Итак, пятерка лидеров. 5 лучших камерафонов Xiaomi от DxOMark. Xiaomi Mi 11, декабрь 2020 года. У смартфона стандартный интерфейс камеры для Xiaomi. Отдельно хочу отметить, что в настройках есть классная опция, которая при съемке видео отключает экран спустя 3 минуты. Максимальный зум 30x. Печально, но у смартфона нет настоящей телекамеры. Максимальное увеличение можно использовать, чтобы рассмотреть что-то вдали. Макрокамера, на удивление, хороша, провоцирует на исследования. Имеет отличную резкость. Ночная съемка и съемка в условиях плохого освещения, и тут аппарат можно похвалить. Ночью камера видит значительно лучше, чем человеческий глаз. 120 баллов в рейтинге, и это 5-е место. Цена $800. 4-я позиция достается Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition. Появился в продаже в ноябре 2019 года и до сих пор удерживает свои позиции. Основные характеристики: сенсор 108 мегапикселей с диафрагмой f1.69, короткое телефото 12 мегапикселей, длинный телеобъектив и сверхширокий модуль на 20 мегапикселей. Имеет двойную вспышку, одна с ярким светом, другая с мягким. Устройство Xiaomi обеспечивает отличные результаты практически во всех типах фотографических ситуаций. На открытом воздухе он имеет точную экспозицию и отличную сохранность деталей, а также хорошо справляется с шумом. Помимо этого, баланс белого обычно точен по всем направлениям. Снимки в помещении показывают немного больше шума, но все еще высокого качества. Широкоугольные снимки, сделанные с помощью ультраширокоугольной камеры, имеют низкий уровень искажений и хорошее сохранение деталей по сравнению с аналогичными телефонами. А ночные снимки имеют очень естественные оттенки кожи, в частности благодаря второй, более мягкой вспышке. Также возможна настройка нескольких камер. Помогает телефону Xiaomi хорошо справляться с оценкой глубины, что дает очень хороший эффект боке. Когда дело доходит до видео, Mi
Galaxy C9 Pro Premium Edition также впечатляет. Видеозаписи демонстрируют яркие приятные цвета, а также быструю и точную автофокусировку. 121 балл за камеры смартфона, что очень даже неплохо. При цене в 530 баксов. Бронзовый призер и третье место топа Xiaomi Mi 10 Pro поступил в продажу в феврале 2020 года. Основной сенсор у Mi 10 Pro 108 мегапикселей с диафрагмой f1.69. Имеет оптическую стабилизацию плюс лазерный автофокус. Ультраширокий модуль разрешением 20 мегапикселей с диафрагмой f2.2. Выделенного макро модуля у Mi 10 Pro нет. Макро снимает на ультраширокий. Зато есть целых два телефотомодуля. 12 мегапикселей с двухкратным зумом и 8-мегапиксельный с пятикратным. Днем в солнечную погоду снимки получаются с отличной детализацией, четкие и без шумов. Точность цветопередачи очень хорошая. Автоматический баланс белого у основного модуля также особых промахов не допускает. Интересный момент. Физический размер матрицы у основного модуля камеры достаточно велик, чтобы на снимках появлялась глубина резкости, которую не ждешь от этой камеры смартфона. Так что в некоторых ситуациях он может оказаться чуть размытым, даже если вы этого не хотели. Ультраширокий модуль делает качественные и детальные снимки с хорошим динамическим диапазоном и контрастностью. То же самое можно сказать и про телефотомодуль. В темное время суток и в помещении снимки по большей части получаются достаточно хорошими, с приличной проработкой деталей в тенях и умеренными шумами, но, разумеется, заметно меньшей детализацией и меньшим динамическим диапазоном. 128 баллов по версии DxOMark — это третье место топа. Цена на смартфон в районе $1000. Серебряная медаль и второе место по качеству камер смартфонов марки Xiaomi Mi 10 Ultra. Дата выхода на рынок — август 2020 года. Здесь основной модуль камер напичкан рядом различных сенсоров, вспышкой, лазерным автофокусом и датчиком мерцаний. Основная матрица 48 мегапикселей с фокусным расстоянием эквивалентным 25 мм. Оптическая стабилизация на месте. Фотографии днем получаются бомбические. Вечером на улице все неплохо, хотя баланс белого иногда хромает. Зум 120x. Качество фоток в портретном режиме находится на приемлемом уровне. Ширик удивил больше всех, но я все еще не уверен, что в положительную сторону. Это Sony IMX 350 на 20 мегапикселей. Угол обзора у него просто огромный, 128 градусов, а также фокусное расстояние 12 мм. А вот еще у нас есть фронтальная камера на 20 мегапикселей со светосилой f2.3. Она делает сравнительно хорошее селфи. Видео на фронталку можно снимать в Full HD при 30 кадрах в секунду, а видео на основной модуль в 4К при 60 кадрах в секунду, а также доступно 8К видео при 24 кадрах в секунду. Также можно включить макро-режим видео, сетку, уровень и кинорамку. 133 балла по версии DxOMark, второе место топа, серебряная медаль. Цена на смартфон $800. Итак, победителем среди камерафонов от Xiaomi по версии DxOMark и золотым призером стал Xiaomi Mi 11 Ultra, который вышел в марте 2021 года. Тут тоже 3 камеры, но ни одной лишней. Широкоугольная, стандартная и телефотокамера. Также смартфон обеспечивает пятикратный оптический зум. Все эти камеры примечательны по-своему. Главный модуль получил сенсор Samsung GN2, уникальный для смартфона. Автофокус, фазовые датчики, расположенные на сенсоре, дополненные контрастной системой и лазерным помощником. Два других сенсора одинаковые. Для них используется 48-мегапиксельный датчик Sony IMX 586. Различаются у них только объективы. В одном случае используется широкоугольный угол обзора 128 градусов без стабилизации, в другом стабилизированная перископическая оптика с фокусным расстоянием 120 мм. И что важно, в обоих случаях применен фазовый автофокус. Для широкоугольной камеры это все еще редкость. На самом деле вопросов ко всем камерам в большинстве ситуаций минимум. Xiaomi Mi 11 Ultra снимает хорошо в городских условиях почти всегда. Причем как днем, так и вечером или ночью, но на освещенных улицах. Отмечу немного холодную цветопередачу и небольшую тенденцию к переэкспонированию, но зато нет проблем с перенасыщенностью. Камера работает быстро, четко и стабильно. Портретный режим с искусственным размытием заднего плана успешно работает и без специального датчика глубины. Также на него можно делать одни из лучших селфи-снимков за счет экранчика сзади. Смартфон занял первое место среди Xiaomi, получив 143 балла, и
это второе место в общем рейтинге всех смартфонов по версии DxOMark. Цена на смартфон плюс-минус $1200. DxOMark проделывает огромную работу, но нужно учитывать тот факт, что иногда эти оценки кажутся не совсем объективными. Плюс поговаривают, что места в топе могут быть проплачены. Наверняка этого лично я вам сказать не могу. Напиши в комментариях, что ты думаешь, только лучше по существу. Говори, что знаешь. А если тебя интересуют другие камерафоны, обязательно посмотри одно из этих видео. Да пребудут с тобой инновации.